Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Меня зовут Олег, и со мной в эфире Андрей Хмельницкий. Пожалуйста, Андрей. Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Мы проводим первую программу, и эта программа будет посвящена базисным или основополагающим принципам духовной жизни. Вот как организовать свою духовную жизнь вот наилучшим образом, без привязки к каким-то конкретным видам религии, доктринам, потому что, в принципе, все религии, они опираются на одни и те же самые основополагающие принципы. Как эти принципы работают. И поэтому сегодня наша вот первая программа будет посвящена основным таким понятиям, связанным с духовной жизнью. Ну, самое важное вообще, какова цель, для чего духовный человек ведет духовную жизнь, это такой очень важный, существенный момент. Конечно. Вот духовная жизнь, она является составной, главной составной частью вообще человеческой жизни, человеческого существования. Потому что человеческая форма жизни вот, в отношении к животным, она накладывает определенные обязательства и ответственность. То есть человек не может жить свою жизнь как животное, ну, то есть только в такой, в более таких комфортных условиях. Мгм. И человек, ему дают такие комфортные условия только потому, что на него возложена большая ответственность за свою жизнь, за то, чтобы использовать вот этот шанс в этой жизни человеческой форме, чтобы выйти вот из этого состояния ненормального материального существования. Мгм. Для этого не нужно делать каких-то резких движений, каких-то отсеканий от общества, еще чего-то. То есть даются очень четкие рекомендации. Сам, как говорят, Господь Бог позаботился о том, чтобы духовная жизнь была нормальной, соответствующей возможностям человека и такой постепенной. Поэтому Господь дает нам все возможное, всю помощь необходимую, если мы сами того хотим получить. Вот очень важный момент, который надо с самого начала уяснить. Ну так, с чего мы начнем? Мы начнем с того, что самый важный основной момент – это надо научиться в первую очередь, вот прежде чем приступать к духовной жизни, научиться отличать дух от материи. Вот это самый важный, существенный момент. И священное писание, большинство священных писаний, они говорят одно и то же, примерно одно и то же. Но с различными такими небольшими как бы отклонениями с учетом обстоятельств и времени. А Мгм. так, основной принцип это, то есть ты должен понимать, что существует дух и существует материя. Это различные энергии Мгм. Бога. Мгм. И поэтому эти энергии, они, одна энергия является как бы живой энергией, то есть она проявляет активность, она энергия лучшего качества, лучшего свойства, есть энергия худшего свойства, материальная энергия. Поэтому вот духовная жизнь, она подразумевает, что ты меняешь вектор своего сознания или свое бытие, свою жизнь меняешь с вот таких вот материальных установок на духовные установки. То есть начинаешь понимать, что ты являешься совершенным духом, частицей или частью вот этого абсолютного духа. Мгм. Это мы говорим пока что без привязки к каким-то таким личностным моментам Бога. Ну, это как бы основа духовной жизни. То есть нужно научиться различать, где действует дух, где духовная энергия действует, а где материальная энергия действует. Интересно, да. Допустим, вот еще в таких старинных духовных практиках и в раннем христианстве вот это вот, так говорили, стяжать дух, то есть именно Мгм. проходить через какие-то испытания и понимать, что дух, он неизменен, вечен, постоянен, совершенен. Мгм. А все, что материальное, оно меняется постоянно. То есть одно, другое, третье, то есть условия меняются. И когда ты начинаешь
замечать, что и постоянно вот этой переменчивость, вот эта вот вся, изменение условий, изменение каких-то состояний, это все в конечном итоге вызывает беспокойство у всех, кто вот здесь находится и не понимает различия. Надо с самого начала ясно, вернее, четко себе уяснить, что мы не являемся продуктом материи. Сознание наше не Мгм. является продуктом материи. Мгм. Что всегда, прежде чем какой-то порядок создать, порядок вещей, суть вещей какую-то определить, всегда существует некто, кто эту суть вещей задает или кто этот порядок устанавливает. И Мгм. признать его авторитет, признать то, что он является доброжелателем, не каким-то там гневливым таким как бы демоном, который пытается нами понукать, нами управлять как таким-то образом. Вот, потому что надо понимать четко, что у Бога нет таких желаний, потому что Он имеет все, да, в своем распоряжении, все. Когда у тебя Мгм. все есть, тогда тебе нет необходимости что-то восполнять, что-то еще добавлять. Вот. Поэтому, но при этом он, вот его уникальность в том, что он постоянно занят какой-то активностью вот этой своей, ну, то есть не, которая не управляется вот этими законами материальной природы. И в этом его уникальное положение, свойство его, что он Это духа. таким вот Речь образом, идет о духе, да? да, Бог, я имею в виду Уникальность Бог, духа или Бога. как источник Мгм. вот этих вот энергий, духовной и материальной энергии. Мгм. И поэтому человеческая жизнь должна, именно у человека есть такая полная возможность вот эту вот энергию трансформировать из материальной, то есть вот это свое представление материальное трансформировать в духовное представление. И как это сделать, это на самом деле ничего сложного в этом нет, надо просто к этому относиться серьезно и развивать в себе вот это вот чувство скромности, смирение так называемое, правильное смирение, не искусственное. И тогда знание само по себе будет приходить. От Бога будет приходить это знание, и мы таким образом начинаем потихоньку понимать, прозревать начинаем, что вокруг происходит, начинаем видеть реальную картину происходящего и начинаем тогда присоединяться к реальному существованию, к реальной жизни, то есть духовной жизни, к вечной, Мгм. постоянной жизни. Вот это вот очень важный момент. То есть нужно научиться различать, где действует дух, где действует материя. Мгм. И это основа, потому что происходит переключение, и мы на основе того, что мы испытываем какой-то вкус более высокого порядка, ну, например, кто-то приготовил что-то, какое-то блюдо, ну, более качественно, больше туда души своей вложил. И мы тогда, ну, начинаем просто чувствовать, что вот это вот лучше гораздо, чем вот то, что у нас было Мгм. раньше. И духовная жизнь, вот она основана именно на таких вещах, на замещении того, что является, ну, таким худшего качества, низшего качества, ну, то есть недолговечное, несовершенное, имеющее какие-то пороки, дефекты и так далее. Все материальное, оно именно такими вещами страдает. И почему оно страдает? Это ответ на вопрос очень простой. Потому что материальная энергия, она энергия худшего свойства, то есть она бессознательная энергия. Мгм. Бессознательная. Смотрите, существует два очень таких важных момента бытия, особенно вот человеческого бытия. Мгм. То есть само слово «бытие» предполагает сознательность, то есть ты действуешь что-то сознательно. То есть сначала ты осознаешь, то есть Мгм. приходишь к пониманию, что вот именно так и надо делать, да, то есть к ясному пониманию. То есть ты таким вот образом связываешь себя с реальностью, а потом после этого начинаешь двигаться дальше в этом направлении. Потом идет такой постоянный контакт, сознание. То есть очень важный момент понять, что такое сознание. Что такое сознание? Само Совместное слово, знание. да, Знание, да, Что-то совместное. совместное. Как есть такие Только слова, как сострадание, состояние, сознание, то сосуществование. есть сосуществование, да. Когда вместе, два вместе. То Мгм. есть что-то ты с кем-то вместе что-то делаешь. Вот поэтому сознание это означает, что ты с кем-то вместе друг друга
познаешь, занят процессом какого-то взаимного познания. Мгм. Интересно, Познание. действительно. То есть это Интересно, сознание. процесс вечный. И от вот этого еще очень такой интересный момент, что когда ты поменял свое сознание с материального на духовное, ты начинаешь замечать, что у тебя появляется вот это чувство свободы внутренней, чувство радости, все Мгм. необходимые качества. А когда ты находишься в материальном сознании, то есть ты пытаешься познавать в паре с кем-то или с чем-то, кто вот имеет вот это вот материальное сознание, или с материей фактически, которая является мертвой, то есть она не имеет вот этой потенции познавать, то есть она не активная, она пассивная, инертная энергия. То есть это Мгм. материал, который просто используется для того, чтобы какие-то формы создавать, временные формы, материи, по нашему желанию, какие-то наряды нам делать, можно сказать, одежду. Мгм. Вот и поэтому Созна- Сознание — это сознание, да, это когда, это совместное вот и есть знание бытие, тебя с да. материей, тогда это Это деградация бессознательное получается, да, бессознательная. бессознательное, это бессознательное существование называется, да, Мгм. бессознательное. То есть ты Мгм. пытаешься встать в пару с тем, что не является живым, да, с мертвым. Мгм. Это как вот, например, лежит где-то мертвое тело, и ты пытаешься вот его что-то спрашивать, с ним говорить, а он тебе Мгм. не отвечает. Мгм. Потому что вот именно живая часть этого бывшего, например, там, человека или животного, она уже все, она уже покинула это тело. Она уже Мгм. не находится там, в теле. И поэтому, например, вот в Бхагавад-гите говорится там, что человек, ну, вернее, вот эти все вещи в материальном мире кажутся живыми только потому, что весь материальный мир населен вот этими живыми существами. Вот, и они создают вот это вот видимость такой активности, какого-то, каких-то процессов, которые здесь происходят. Какое-то развитие, деградация и вот это что-то там, какие-то процессы идут. Это в основном из-за того, что в каждом теле есть искра живая. Мгм. И поэтому главная основа духовной жизни — это вот научиться включиться в процесс сознательного бытия, сознательного. Мгм. Вот. И, И и перестать, получается, перестать жить бессознательно, то есть пытаться взаимодействовать с материей, которая, ну, твоих вот этих вот всех шуток не понимает, и твоих вот этих желаний всех с ней как-то взаимодействовать. Вот так. получается, что на материальном плане я предлагаю, продолжаю, ну, например, вы привели пример кушать, да, есть. Я продолжаю есть те же булочки, там, бананы, апельсины, но на духовном плане этот процесс одухотворяется. И с виду он кажется, что, ну, вроде как обычный материалист, но внутри там идут уже совершенные другие процессы. Правильно я вот понимаю переключение и то, что вы сказали, что ничего Да, менять да. нельзя, ой, ничего менять не нужно. Вот, Резко менять. Внешне ничего не надо, потому да. что вся духовная жизнь, она происходит внутри. Мгм. Внутри, можно так сказать. Она незаметна для посторонних. То есть это вот именно наш этот процесс переключения. Это как вот вы там переключили вот компьютер, который работал на батарее, да, вот, например, на питание, на постоянное питание такое, то есть от сети, там, от На какого-то, 220 вольт от от сети, да. какой-то розетки, да, которая дает постоянное какое-то, как бы там, напряжение и так далее, потому что за этим процессом кто-то следит, да. Батарея, Мгм. она что? Она там зарядилась и разрядилась, и все, Ну как да. бы. И на этом, это вот материальное тело, оно вот точно так же, оно зарядилось, то есть тебе дали это тело с каким-то Мгм. источником энергии, там, у тебя есть какое-то знание, как этот источник энергии пополнять, то есть там питаться, там, кого-то съедать, да, у кого есть там тоже какая-то своя энергия, там, пользоваться чужой Мгм. энергией. Вот. Но в конце концов, это вот все эти вот эти временные вещи, мы должны понимать, что эта батарейка рано или поздно она сядет, и нужно переключиться на постоянный, на вечный источник. А тут Мгм. как бы источник бесперебойный совершенно. Сам Господь Бог, Он бесперебойно снабжает любыми видами энергии. И даже Мгм. сказано вот в Ишупанишат, что
несмотря на то, что он себя распространяет во многом и Мгм. присутствует везде и повсюду, и причем присутствует лично, не просто присутствует, что он где-то как бы находится где-то в одном месте, а что-то там какие-то процессы происходят без его контроля. Он все контролирует на самом деле, все. Вот. И поэтому, когда мы понимаем, что вот такой источник всегда готов нам помогать, всегда, никогда никакой оплошности не допускает. И мы сами такие же тоже, да, то есть единственная проблема вот нас вот эта вот связь с Богом поддерживать посредством своей духовной жизни. Мгм. Вот, ну вот такие вот важные моменты. Можно сказать, что и духовная жизнь, она в этом и заключается, чтобы переключить себя с материальных вещей, с поиска каких-то ресурсов постоянных, с желания какой-то статус иметь здесь, как-то себя там, самого себя определить, что я вот то, я вот это, там, это так называемая идентичность. Мы Мгм. позже рассмотрим вообще, что такое сознание. Сейчас пока что мы ограничимся на вот этих вот вещах, о чем мы сегодня начали говорить, что первым делом нужно научиться различать, Мгм. а, где действует дух, где действует материя. И всю свою жизнь пытаться строить на духовных основаниях, потому что вот сам Господь говорит, что природа твердости человеческой или стойкости его, там, любой стойкости, ответственности в исполнении обязанностей, потом какая-то там, ну, например, там стойкость, твердость воина, или, например, ответственность какого-то человека там за свою семью, за свое какое-то дело, даже какие-то вещи там, вот она носит духовную природу, потому что как бы ты ни старался, как бы ты хорошо здесь все не устроил в материальном мире, оно все равно имеет временную природу, и поэтому рано или поздно все разрушится. Мгм. И почему очень такой важный момент, связанный с духовностью, вот именно первый шаг в духовности – это научиться различать. Мгм. Научиться различать, где действует дух, где действует материя. Это включается первый инструмент логики, начинает работать интеллект. Начинает работать интеллект. У каждого человека есть интеллект. И, естественно, у кого-то он менее развит, у кого-то более развит. И когда мы начинаем практически какие-то задачи решать, и начинаем подмечать где-то, что вот эти вот вещи временные, поэтому на них не стоит обращать внимание. Ну, стоит обращать внимание, но не слишком сильно обращать Мгм. внимание. Вот, Мгм. понимать, что это все имеет временный характер. Как вот этот стих, Приоритеты, да, поставить. да, стих Ага. из Бхагавадгиты, с чего фактически Бхагавадгита начинается, что вот это вот временное появление и исчезновение радости и горя напоминает, как вот как сезоны года. Вот зима и осень там, или лето, или весна, зима или весна, там все, они приходят и уходят, и каждому вот этому периоду, каждому сезону года соответствует какая-то определенная ситуация. Мгм. И мы от этого не слишком беспокоимся, потому что понимаем, что это цикл, циклический процесс, и поэтому мы себя никак не вписываем в этот процесс. И очень важно, что к этому выводу, там уже дальше потом объясняется, что человек должен научиться все это вот воспринимать, какие-то радости и вот эти вот нерадости, несчастья. Мы должны воспринимать спокойно это все, Мгм. не бурно, не показывать свои какие-то эмоциональные всплески и прочее, прочее. То есть это не означает, что мы становимся такими безразличными, инертными. То есть это совсем другое. То есть это когда ты начинаешь понимать, что вот эти вот вещи, они вот, и ты тогда начинаешь, вот это самое первое, главное, первый инструмент логики или вот это вот умение различать, что Мгм. правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо для тебя, что благоприятно, что неблагоприятно, кто твой, как говорится, союзник, кто твой противник. То есть ты должен на основе вот этого интеллекта, развивая свой интеллект, научиться различать и никак на это слишком бурно не реагировать. То есть получать какое-то важное знание на основе этого и вести себя хладнокровно, спокойно и продолжать выполнять вот свой долг, свои обязанности
И тогда у нас постепенно на основе вот этого различия начинает работать второй инструмент логики. Это аналитический вот этот инструмент, анализ-синтез. То есть мы начинаем постепенно все вот эти элементы своей жизни разбирать на какие-то части и так далее. После этого мы, когда вот осваиваем второй инструмент, то есть мы видим, как каждая функциональная часть вот влияет на полное целое, то есть, допустим, наши какие-то элементы духовной жизни, как они влияют на полностью всю духовную жизнь, то есть анализ-синтез. То есть мы, как вот, например, взяли, ну, автомобиль, например, или какое-то устройство, разобрали его на мелкие части. Вы, Мгм. например, вот изучали какую-то электронику или что-то, я вот не знаю, где вы учились, но я вот так вот учился, например. Я получил образование в военно-морском училище в городе Владивостоке, ТАУМУ Мгм. тогда оно называлось. И мы изучали вот эту всю электронику вот на военных кораблях. Мгм. И вот и точно так же разбирали вот этот вот анализ-синтез. Сначала вот нам учили на вот этих вот первых Части, начальных. из каких частей состоит, Не-не, учение, а умение потом... различать. То есть вот именно что, как, чтобы ты потом мог понимать, о чем идет речь. Мгм. То есть это что находится, резистор или конденсатор, да, Мгм. к примеру, так вот. Мгм. Или Да-да. в нашей обычной жизни понимать, кто это, мужчина или женщина, да, и в соответствии с этим, ну, относиться так. То Мгм. есть ты не можешь просто относиться имперсонально, что вот что-то там, нечто, какая-то масса, потому что это опять-таки вот логика, она как срабатывает. Это мы тоже отдельно разберем подробно, этот момент важный, что существует, ну, какая такая повседневная деятельность наша, и мы стоим постоянно перед выбором. Когда мы что-то делаем, мы постоянно стоим перед выбором, особенно когда Мгм. у нас не хватает знаний. Как поступить? Вот так поступить или вот так поступить? И когда особенно вот планка повышается всего этого дела, то тогда мы, значит, ну, начинаем встречать трудности, потому что мы не знаем. Вот. Особенно если когда какое-то сильное воздействие со стороны идет, всяких разных недоброжелателей и прочее, прочее, тогда становится труднее и труднее. Господь нам планку эту повышает Мгм. постоянно, и мы должны научиться вот это вот различать. И потом после этого нас где-то уже на старших курсах учили. Вот, пожалуйста, вот это блок, это вот приемник, это вот передатчик, это какая-то система там определения подвижных целей, это вот антенна, то есть, это, ну, разные функциональные блоки, и каждый вот этот блок мы там на основе вот этих вот знаний, которые базисные знания, мы уже как бы изучали как всю систему, вот разбирая ее на маленькие части. Потом это все синтезировалось, собиралось, и то есть определялось, вот каждая часть, вот какую она роль играет в этой, во всей системе. Для чего это делается? Потому что потом третий момент, обобщение делается, то есть мы классифицируем что-то, то есть на основе вот этого анализа делаем классификацию, это третий инструмент логики. И четвертый инструмент логики – это выводы и заключения. Мгм. Вот, и на основе выводов мы принимаем решение. Потому что если мы неправильно различили, если мы Мгм. неправильно проанализировали, неправильно обобщили, то мы делаем неправильный вывод. То есть, понимаете, вот эта цепочка Ну вся да. срабатывает так. И в конечном итоге наша энергия летит, как говорится, мимо цели. То есть мы не выполняем ту задачу, которая перед нами поставлена фактически. Получается так. То есть энергия потрачена, ресурс потрачен, и нам потом нужно снова где-то искать этот ресурс для того, чтобы эту задачу выполнить. В Мгм. духовной жизни, если мы определяем, что духовная энергия дается вечно, постоянно, она никуда, вот в виде нашего сознания, которое является вечным, оно всегда, оно никуда не исчезает, не пропадает. Это не продукт материальной энергии. То тогда мы постепенно начинаем. Вот эта вот логика, она помогает нам включить интеллект, или как это называется в ведах, будхи-йога так называемая. То есть Мгм. йога просветления или развития вот этих вот интеллектуальных качеств, умственных способностей по-другому, проще говоря. Но это все такие, можно сказать, начальные этапы. Вот. Духовная жизнь намного богаче и интересней.
Но для того, чтобы вот эту вот энергию, Интересно. чистую энергию от Бога получать в виде вот этой радости, в виде вот этого познания и всего остального, нужно повышать свое качество, квалификацию. Мгм. Вот, еще очень важный момент, мы сейчас уже заканчиваем. Для первого момента очень важно вот это, может быть, не один раз послушать и понять, что вот именно так надо себя вести, что нужно перенацелить себя с каких-то временных материальных вещей на постоянные, потому что, смотрите, материальное сознание или бессознательное существование, Мгм. оно в основном нацелено на количество. Мгм. На На количество. количество. Потому что человек, который находится в материальном сознании, ему постоянно всего не хватает. Мгм. Потому что он зациклен на вот этой, на временной энергии. И поэтому какое-то прекращение поступления каких-то ресурсов или какая-то критическая точка, она, ну, вот как смерть. Смерть является критической точкой. То есть Мгм. фактически твой ресурс, твой якобы запас энергии на этом заканчивается. И поэтому какое-то снижение вот этого количества ниже какой-то критической точки является признаком как бы того, что человек находит, ну, как бы человек для него является сигналом, что он может как бы прекратить свое существование. То есть он начинает пытаться себя как каким-то образом количественно восполнить. Мгм. Ну и с этим связано много других вещей. Это тоже мы отдельную программу посвятим этому, что это именно про такие качество и количество. Это две вот этих вот философские категории. Они тут присутствуют в обязательном Мгм. порядке. Да, Вот. интересно. А духовная жизнь, она нацелена на качественную сторону. Мгм. Потому что весь процесс, он в качестве, да, в качестве. Потому что ты устанавливаешь связь, потому что, ну, с Богом только в том случае, если ты повышаешь свое качество. Вот Мгм. именно повышаешь его, заменяешь вот этот вкус, тебя начинает тянуть к духовным вещам, к истинным духовным вещам, и тебе как бы, ну, пропадает интерес к накопительству какому-то, к желанию обладать чем-то, вот, и вот этим вот якобы накопленным твоими усилиями наслаждаться этим. Вот, Мгм. поэтому духовная жизнь не об этом, чтобы там накопить себе какие-то богатства и так далее, да, все равно с собой, как-то говорят, в могилу не заберешь всего. Ну да. Ну вот так, то есть духовная жизнь – это жизнь, нацеленная на качество, Мгм. а материальная жизнь или бессознательное существование, она нацелена на накопление количества. Количество, да. Вот, в страхе, что ты это количество можешь потерять в Мгм. любой момент. Этот страх тебя всю жизнь преследует, что тебе всегда чего-то не хватает. Да. Вот, поэтому вот такое небольшое количество различий я показал, что чем отличается духовная жизнь от материальной. И, Мгм. конечно, для того, чтобы вот эту правильную духовную жизнь построить, нужен специалист, который, мастер, который может тебя, духовник так называемый, который может тебе помочь, который сам в теме находится, который сам это серьезно практикует, который добросовестный, ответственный. И такой человек, ты сам к нему обращаешься и говоришь, помоги мне вот, научи меня вот своему, позволь мне вот этот опыт перенять. И, наверное, вот следующую программу мы давайте как раз вот этому процессу. Сегодня рассказали о том, что такое сознание. Так вот, Мгм. о самом процессе познания, что такое познание, мы в следующий раз, в следующей программе Мгм. поговорим. Вот Мгм. на этом, наверное, мы сегодня закончим. Всем большое спасибо за внимание и до следующей встречи. Спасибо большое. До встречи.